Мир идет куда-то не туда. Нам хочется в степь скакать галопом на коне, устраивать анархию, революции. У американцев и европейцев есть много хорошего. Я не знаю, я патриот на самом деле, как бы, да? Если бы не события. Законы, чтобы работали. Может быть, европейцы уже изменились? Воля к победе. Отношение к животным. Там оно гуманное. Здесь какие-то все угрюмые, такие хмурые ходят. Что хорошего и полезного россияне могут перенять у европейцев и американцев? Не знаю. Хорошее настроение. Да. Все. Ну да. А что перенимать не стоит? Вредные привычки, конечно же. Мы и так хороши. Хорошего полезного-то. Соблюдение технологий, порядок, дисциплина, да. Законы, чтобы работали. Я не знаю, я патриот на самом деле, как бы, да. И позиция, что вот дальняя ситуация она тяжелая, как бы идет специальная военная операция, да. Вот, я ни в коем случае не желаю поражения своей армии, да. Я в любом случае буду за ребят, которые воюют за страну, да. Но это не значит, Пожалуйста, что вот я у нас- поддерживаю что-то другое, да. Очень вопрос с подвохом, поэтому пока не могу. Может, ничего не нужно перенимать? Ну, почему же ничего? Очень много даже всякого. Начиная с технологий, наук и прочего. Здоровый индивидуализм. Они не совать нос в чужие дела. А мы когда-нибудь так будем жить? Очень вряд ли. У нас не такая арабская культура, как в Европе. Мы все-таки евразийцы. Нам хочется в степь скакать галопом на коне, устраивать анархию, революции. Мы не сможем, как европейцы. Нас не хлыстами не били 500 лет, как их, и не дрессировали, как европейцев. Поэтому у нас люди идут на красный свет, а в Германии люди на пустой дороге стоят, ждут, пока зеленый загорится. Вот и все. Давайте не ко мне. Почему? Устал, вот, не надо. Вот что точно можно перенять и что точно нельзя? Знаете, все, что можно, по-моему, уже переняли. А все, что там осталось, ну, по-моему, уже перенимать и не стоит. Мир идет куда-то не туда. Мне уже здесь многое не нравится. Я вспоминаю, что было в Москве 50 лет назад. Многого не было, было плохо многое, но что-то другое было, был другой дух. Вот даже простой пример. Юрий Михайлович хотел сделать хорошо москвичам, сделал пешеходную улицу. Первая какая у нас? Столешникова улица. И что получилось? Ее убили. А ее так любили москвичи. Вот это хороший пример, вот эта улица. Отношение к животным. Там оно гуманное. Но если вы пойдете в парк, даже недалеко Хайдена, Польша, фазаны, косули, у нас бродячие собаки. Или сумасшедшие люди, которые кормят уток, которых не надо кормить летом. Ну, я понимаю, что зимой кто-то кормит, но летом забрасывать в воду батоны хлеба. Я тут ловил рыбу, подошел ко мне товарищ и похвастался, что он, я уж не помню сколько, лет 15 ходит каждый день и по 2 батона кидает хлеба в воду. Мы не русские. Для этого надо знать, что там, как там. Я просто не был, не знаю, ни в Европе, ни в Америке. Был только в Турции, в тех краях. А из Турции что перенять? Ну, в Турции в целом народ, мне кажется, более дружелюбный. А здесь какие-то все угрюмые, такие хмурые ходят. Вот. Доброту перенять. Ну да, можно так сказать. А вы как думаете? Ну, я такого же не... Может, что-то добавить есть? Нет. Что хорошего и полезного россияне могут перенять у европейцев и американцев? Может быть, ничего. Ничего. А почему ничего? Не знаем. У нас свои правила, свои законы. Может быть, есть что-то хорошее у кого-то, что мы могли бы перенять? В настоящее время ничего. Ну, я думаю, может быть, спокойнее к жизни относиться. Может быть, больше проводить времени на природе. Может быть, больше улыбаться. Хотя сейчас, я не знаю, может быть, европейцы уже изменились. Не знаю. Может, у кого другого что-то перенять? Кого-нибудь другого очень спросить. Мы не знаем. Вообще нет мыслей? Нет. Ну, не знаю, вот как они цепляются за свою культуру, да,
или ее отсутствие. Также, наверное, и нам надо цепляться за все свое и помнить свои устои. Наверное, вот это важно. Не стоит ни на кого ориентироваться на свой собственный путь и просто прислушиваться к людям, по-моему, нужно. И не ориентироваться ни на европейские ценности. У нас своя достаточно глубокая история. По-моему, нужно, наверное, о другом думать. Что хорошего и полезного россияне могут перенять у европейцев и американцев? Надо думать. Подумайте. Ну, подумаю. Сами ответите. Что хорошего и полезного россияне могут перенять у европейцев и американцев? Воля к победе. Думаю, ничего. Почему ничего? Да потому. Чем мы другие уникальнее, лучше? Мы лучше. Всем. В чем, например? Честнее, порядочнее. Добрее. Ну, могут, наверное, что-нибудь хорошее. Например. У европейцев, американцев, Есть у них что-нибудь хорошее? конечно, есть. У американцев и европейцев есть много хорошего. И что бы нам перенять, как считаете? Так сразу не скажешь. Надо подумать. Подумайте, мы не торопимся. Черт, так чтобы... Да я не знаю, что сказать. И там хорошего много, и здесь много хорошего. Что хорошего и полезного россияне могут перенять у европейцев и американцев? Без понятия вообще. Не обязательно отвечать на этот вопрос. Не обязательно. Может быть, ничего, может быть, что-то. Спросите кого-нибудь другого, пожалуйста. Не знаю. Много чего. Например. Открытые летние кафе, улыбка на лице, позитивное настроение. Много. Здоровый образ жизни. Вы думаете, мы когда-нибудь будем жить как европейцы? Конечно. Если бы не события, мы уже начинали так жить.